Всем приветики! Сегодня я надумала сделать сало. Вот такое буду делать в горячей заливке. То есть буду солить сало в горячей заливке. Нам понадобится с вами луковая шелуха. У меня, знаете, я всегда шелуху собираю вот когда перед посадкой лука весной. Его же всегда надо чистить, там что-то лишнее обрезать. И вот как раз я собираю. Вот. Ну, тут, конечно, без гнилья, без ничего, только сухая шелуха. Вот собираю в пакет, складываю, потом вот яйца красить отсюда беру. Или вот для этих нужд. Не знаю, сколько здесь такая вот кастрюля у меня большая. Вот видите, она специально такая, в которой я уже говорила, варю картофель в мундирах, свеклу. И вот могу покрасить яйца или сало такое сделать. То есть я не заморачиваюсь, чтобы ее там отмывать, оттирать. Шелухи тут, мне кажется, даже достаточно, если не больше. Но чем больше, тем вкуснее. Даже вот когда яйца крашу, шелухи я много кладу, чтобы яйца были, знаете, такого не просто красного, а почти черного такого цвета. Темно-темно-красный. В общем, что нам с вами нужно? Шелуха раз. Литр воды сюда выливаем в эту шелуху. 100 грамм соли добавляем. 3 лавровых листа, у меня вот такие крупные. И 2 столовых ложки сахара. Сейчас добавим. Раз и два. И ставим вариться вот эту нашу с вами смесь. Как только закипит, мы туда кинем наше сало. И будем варить примерно полчаса. А еще я сейчас хочу сварить компотика. Потому что, знаете, почему-то хочется пить. Дома как-то жарко, я даже не понимаю. Ну и на улице потеплело. Утром у нас было 8 градусов даже. Поэтому, может быть, сейчас поменьше сделаю отопление. Ну, а я как меньше делаю, Настя потом говорит, что она мерзнет. В общем, не знаю, посмотрим. Это даже трогать не буду, пока вот не закипит. Как закипит, можно будет все помешать. А компот просто сварю сейчас яблоки, принесу, там есть еще. У меня, может быть, добавлю каких-то ягод. У меня там в холодильнике есть брусника. Можно даже добавить, знаете, я покупала вот там фейхоа. Покупала, может быть, ее кину туда, не знаю, стоит или не стоит, или вообще это не нужно делать. Я никогда не добавляла. Ну, в общем, можно изюмы еще кинуть, сухих груш, сухих яблок. Яблоки сухие, конечно, я не буду, и так свежие еще есть. Просто пить нам. И все будут пить. И Настя, и Ваня придет, когда из сада. Настя из школы. Настя сегодня короткий день, ну, на 1 урок всего лишь. Было 7, стало 6 уроков. Приедет, наверное, пораньше. Но это тоже не факт, потому что у них еще классный час выставления оценок. Но я не знаю, она мне как-то сказала, что только по каким-то предметам оценки, не по всем. А так только в полугодие будут им ставить оценки остальные. Посмотрим, не знаю, как она там отучилась. Я особо так, знаете, не касалась. Уже 10 класс должна как-то... Нет, я ей, конечно, помогала. И каждый день я спрашиваю, что нового, какие оценки. Ну, мне всегда интересно. Что она не может, конечно, там я помогаю. Или когда у нее времени нет. Но все остальное и основную работу она делает, конечно, сама. Основную учебу. Что еще хотела сказать? Я вам говорила уже, что мы поступили в школу программистов, как сказать, даже не помню, «Максимум» называется. Она прошла успешно тестирование вступительное, и нас туда уже зачислили. Будет урок в воскресенье в 12 часов дня. Как бы там... платно, но из-за того, что мы учимся в 10 классе, вообще с 8 по 11, и мы предоставили справку, что мы учимся, и прошли тестирование, мы подходим как-то там на бюджет, в общем, 100% заплатит за нас государство. Учиться 2 года, ну, обязательно год, а там на усмотрение преподавателя. Если она будет там хорошо учиться, то значит дальше будем еще год учиться. Если что-то будет
тупить, как говорится, или больше не захочет, то год можно отучиться, дают сертификат. Она будет знать полностью компьютерные программы, может потом сможет создать свой сайт, ну и вообще не свой, а кому-либо. Игры сможет тоже делать. Ну, в общем, вообще все будет знать. Программу, я уже забыла, как она называется, как-то на «П». Нет, не могу вспомнить. Ну, в общем, вот в воскресенье она начинает. Посмотрим, что из этого получится. Я, конечно, всегда за дополнительное образование. И если тем более его предоставляют бесплатно, почему бы и нет. Это все-таки какое-то развитие. Тем более у нас в деревне, в этом колхозе, вообще ничего нет. Чтоб куда-то на дополнительные кружки куда-то Настю отвезти, у меня нет на это возможности. Я бы и Ваню тоже куда-то записала, но живем мы такой, знаете, еще в деревне, которой до трассы еще надо 6 километров идти пешком. И то у нас здесь нет остановки, до следующей деревни еще надо примерно столько же, поэтому не походишь и не поездишь. Ездить не на чем. В общем, вот так вот. Жизни, конечно, в деревне и плюсы, и вот такие есть и минусы. Но ничего не попишешь. Ладно, не об этом. Но вот хотя бы вот так вот, я уже сказала. Так, в общем, ждем 30 минут. Ой, ждем, как закипит, и закладываем туда наше с вами сало. Вот все закипело и довольно быстро. Запах стоит просто нереальный. Вы не представляете, как же только вкусно пахнет. Так, опускаем сюда наше сало. Ничего, что оно не полностью закрыто водой. Ну, конечно, если бы я бы взяла бы другую какую-нибудь кастрюльку поуже, то тогда бы было бы закрыто. Но все равно, знаете, оно будет сейчас кипеть, и все сало у нас будет полностью красного, такого темного цвета. Ну и в любом случае можно будет переворачивать иногда. Оставляем так на 30 минут на среднем огне примерно. Ну, чтобы, знаете, не сильно. Вот еще компот буду сейчас варить. Здесь яблоки. 5 штук, по-моему, у меня было. Ну, такие разные, побольше, поменьше. Это вот с заброшенных домов, где мы вот ходили, собирали. Такие они, знаете, ну, чуть-чуть суховатые. Вот именно вот этого сорта. Это где у нас тут в деревне. И кинула 2 горсти брусники. Так что сейчас поставлю вариться. Варить буду недолго. Минут, может быть, там 5 с момента закипания. Потому что яблоки свежие свои. И брусника тоже варится быстро. Кипит у нас тут сальцо наше. Вот уже какое даже становится. Смотрите. Ой, где ложка сейчас? Ложку потеряла. Вот такая вот красота. Уже вот начала краситься. Ну, так буду иногда переворачивать. У кого, конечно, кастрюля там будет другая, можно будет и не переворачивать. Ну, а я вот в такой буду варить. Какой запах только стоит. Даже, знаете, это есть хочется. Вот такого запаха. Даже так вот я сейчас сюда вот так сделаю. Вот так вот. И пусть вот так все. Они будут в луковой шелухе как раз. Вот. И вот. Ну, все, пусть теперь варится. Варю под крышкой, чтобы там все кипело, томилось. Вот так крышкой закрываю. Чуть-чуть тут вот открываю отверстие. Все. И компотик сейчас сварю. Прошло уже 30 минут. Буду вот я выключать. И посмотрите, какая получилась красота. Вообще. Смотрите, какая прям цвет, я не знаю, супер. Очень красивый цвет получился. Вот такой. Ладно, я не буду все тут открывать. Сейчас опять заложу. И мы с вами оставляем вот так вот на 8-9 часов. И не трогаем. Оно должно вот пропитаться, просолиться. Сейчас я как следует сделаю, когда положу камеру. И компот тоже у нас готов.
Вот такая красота получилась. Варила я его минуты 3, наверное. И тут Настя сальце поджариваю, она просила. Придет со школы, быстренько покушает, и мы пойдем с ней в садик. Так что попробуйте тоже, это очень вкусно. Это, конечно, еще, ну, до завершения нам еще долго с вами. Еще, вот я говорю, 8-9 часов нужно обязательно еще для пропитки. Потом будем его с вами обмазывать. Так что встретимся. Пришли домой, погуляли, с садика шли. Как обычно, зашли в магазин. Но не просто как обычно. Я оставляла хлеб, просила. В общем, утром звонила, чтобы мне оставили, потому что вечером пойдешь, никогда уже ничего нет. Сходили потом, ну, пакет принесли домой, сходили, погуляли. Вот. Пришли домой, хотя у нас еще только 6 часов. Но на улице уже просто хоть глаз кали. Пасмурно, дождь моросит и очень-очень темно. Ваньку приспичило показать, что мы взяли в ларьке, но там ничего интересного нет. Давай, Ваня, показывай. Сначала закройте глаза. Все закрыли, никто не смотрит. Мам, ты закрой. Угу, закрыла. Это вот 2 таких было штуки, я вот им покупала. Такие, знаете, как M&M's наподобие, только 20 рублей вот это вот, по-моему, стоит. Машину уже все твою видели. Давай, Ваня, побыстрее. Я там поставила воду, пельмени варю. Варить буду. Вот, горчица. Я хочу салат сделать. И мне нужна горчица для заправки. Потом покажу, если буду делать. Тут яблоки 4 штуки и грушу 2 взяла. Ваня, пожалуйста, не надо грохотать. Не знаю, яблоки, мне кажется, опять какая-то фигня. Это фасоль красная, это тоже для салата нужно. Сок ему купила, по-моему, 3 штуки. Орехи взяла. Иногда хочется. 30 рублей, эту последнюю пачку, больше нет. Лепешка сырная. Теперь стали делать сыр внутри. Но он соленоватый, знаете, похож вот такой на адыгейский, что ли, сыр, не знаю. В общем, лепешка это к чаю. Ну, как на бутерброды. Потому что я уже говорила еще раз, что это вот в садике дали. Здесь нам нужно будет... Ну, она просто сказала там Ване почитать, ему интересно. Это нам надо раскрасить. Завтра займемся. Такие вот матрешки надо раскрасить за выходные. Да, и день народного единства. Ну, она, наверное, как обычно, будет делать этот стенд там. В общем, вот такое путешествие на зеленый свет. Ну, тут вот правила по дорожной безопасности написано для младшего школьного возраста. Вань, пожалуйста, перестань. Хотя Ванька еще не школьный возраст. Но ему все равно нравится. Он очень много знаков и так знает без этих книжек. И правил, некоторые правила знать, которые ему необходимо знать. Ну, конечно, он не всегда их соблюдает. Ой, господи. Это головы куриные. Закончились. Здесь килограмм 200. Ну, а когда растает, уже будет, наверное, килограмм, а то и меньше. 2 батона собаки. Иногда и котам тоже с молоком делаю, когда нет ничего. Потому что коты – это отдельная история. Они жрут, как поросята, я и говорю. Это Ванька вот взял, представляете, из сада свои объедки. Недоеденный мандарин, я чувствую, половинка. И печенье 2 штуки, что ли. И я сказала, вы выбросите. А он, нет, я дома доем. Ой, ну это вообще кино и немцы. И хлеб с буханкой. Ну, это не надо. Это вот он потел и взяли, постираю. Потому что там у нас в садике очень жарко. И он часто потеет, и она там его переделала. Посмотри, комнате. Мам. Что посмотри? Ну, слушайте, как она ходит.
Ну, туда не надо, Ваня. Ваня, туда не надо. Иди сюда. Не надо туда ездить. Настя какая-то сегодня прическа, отдыхай, моя расческа. Я говорю, то ли на нее так влажность это действует, какие-то волосы странные вообще. Все, Вань, давай, я выключаю. У нас прошло почти 9 часов. Можно уже дальше готовить сало. Вот такое красивое оно получилось. Вот такое все. И кожа. Все, смотрите, какая красота. Что какая, Ваня? Обязательно его нужно обсушить. Вот, ну, салфеточки я на салфетку выложила и сверху вот так вот промокнула. И все готово. Не надо ничего трогать. Хочу посмотреть. Теперь нам нужно с вами сделать здесь посыпала. не соус. Ну, вот чем мы будем с вами обмазывать. Вот у меня 4 зубчика чеснока, таких довольно крупных. Мы их с вами на чеснокодавилке пропустим. Вот мы выдавили чеснок. Теперь насыпем сюда хмели сунели. У меня такая хорошая тут есть. И я еще захотела добавить вот красного перца копченого. Он сладкий, не острый. И все мы сейчас с вами перемешаем. И теперь мы с вами берем каждый кусок, кладем на фольгу. Я такой, ну, произвольно отрезала, неровный по краям. И мы с вами все вот обмазываем, весь кусок. И так делаем с каждым. Смотрите, вот все обмазала, как раз все хватило на все куски. Здесь 2 сразу заверну, они такие мелкие, не вижу смысла заворачивать каждый. И вот еще один. Заворачиваем и потом убираем в холодильник на час-полтора примерно. Это чтобы они пропитались приправами. Все, мы обмазали приправой, она как раз там хватила на все 4 куска. Вот эти я буду вместе заворачивать, потому что они маленькие, а эти по одному. Приправа вообще очень вкусно пахнет. Чеснок, копченый, вот эта паприка и вообще хмели сунели. Все здесь как раз в тему. Теперь мы с вами все завернем и уберем в холодильник примерно 1,5 часа. Можно на 2 часа. Потом можно убрать будет в морозилку. Допустим, я 1 кусок оставлю, которым будем есть вот в скором времени, а остальные уберу в морозилку, потому что, ну, нам не съесть сразу столько, и поэтому я их уберу в морозилку. Убирать можно и на всю ночь. Я имею в виду в холодильнике можно 1,5, на 2 часа, на 5. Можно вот на всю ночь. Мы, допустим, будем на ночь, потому что у нас уже 9 час вечера, и уже сегодня мы точно есть их не будем. Поэтому уже попробуем завтра. И я вам обязательно покажу, что из этого получилось. Всем до завтра.